Как и сколько варить яйца, чтобы получились в смятку, в мешочек или вкрутую? Класть в холодную воду или в кипящую? Я провела большой эксперимент, сварила очень много яиц, и в этом ролике покажу, как каждый раз получать идеальный результат, а какие способы могут давать осечки. Продолжайте смотреть, и будет очень полезно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Мои подписчики в инстаграме знают, что я страстный обожатель и поклонник яиц. Вопросы о том, как варить яйца правильно, как долго, в каких условиях класть их в кипяток или в холодную воду, приходят довольно часто. Именно поэтому я и решила снять это видео. Мы посмотрим поэтапно, поминутно, как будут выглядеть яйца в зависимости от того, как долго мы их варили. Выберем самый любимый для себя способ, а также я поделюсь очень интересным лайфхаком, который подойдет для тех семей, где люди любят яйца, приготовленные по-разному. Я расскажу, как приготовить яйца таким образом, чтобы в одной кастрюле были яйца и в смятку, и вкрутую, и при этом готовы они будут одновременно. Продолжайте смотреть, и будет очень полезно. Для ролика я провела эксперимент на яйцах C1, то есть первой категории. Яйца использую из холодильника. Для приготовления яиц категории CO просто добавьте к оговариваемому времени 15-20 секунд. Сперва я провела эксперимент с погружением яиц в холодную воду. Отправляю яйца в кастрюлю, заливаю холодной водой и на огонь на конфорку среднего размера. Довожу воду в кастрюле практически до кипения, не нужно доводить до бурлящего кипения. В видео отлично видно состояние воды. Эта рекомендация актуальна, какой бы способ варки вы не выбрали для себя. При варке с активным бурлящим кипением температура воды выше. Так белок сваренного яйца получится не просто плотным, а резиновым. Достаю яйца из кастрюли поочередно, чтобы получить градацию. Первое достаю через 1 минуту варки. Охлаждаю каждое яйцо сразу после того, как достала его из кастрюли в большой емкости с очень холодной водой, чтобы резко прекратить процесс приготовления. Это яйцо достаю через 3 минуты. Через 5 минут варки. Это варилось 7 минут. Это яйцо провело в кастрюле 9 минут. Это яйцо достаю через 11 минут. Последнее яйцо провело в кастрюле 13 минут. Смотрим на результат. Так себе. Нижний ряд слева направо. Даже 1 минута варки уже дала яйцо в мешочек. 3 минуты же дали уже практически крутое яйцо. 5 минут почти крутое. 7 минут отличное непереваренное яйцо вкрутую. Второй ряд. Яйца варились 9, 11 и 13 минут. И тут результат и вовсе смазанный. Яйцо, варившееся 13 минут, уже начало переходить в стадию переваренности. Начал проявляться зеленоватый окрас и появился серный запах, из-за которого многие не любят вареные яйца вообще. Мой первый вывод. Варить яйца с погружением в холодную воду не лучшее решение. Мало контроля. Непонятно, удастся ли сварить идеальное яйцо в смятку, а любителей именно этой степени готовности яиц фактор «получилось в мешочек» просто-таки раздражает. Говорю именно как любитель яиц в смятку. Второй метод приготовления – погружение яиц в кипящую воду. Предкипящую, о чем я уже говорила ранее. Чтобы эксперимент был максимально показательным, я опускала яйца не по одному в кипяток, а сразу все, одновременно. Сделала это при помощи сита. У многих есть страх, что яйца треснут после погружения в кипяток, особенно если они из холодильника. Треснут, если резко опустить яйцо. Или если скорлупа яйца уже была немного треснувшей. Если же опустить яйцо нежно и деликатно, яйцо сохранит целостность. Дальше я еще покажу этот момент в части с лайфхаком. Итак, опустив яйца в кипящую воду, достаю первое через 3 минуты. Второе достаю через 5 минут. Третье яйцо варилось 7 минут. Следующее яйцо достаю через 9 минут. Это провело в кастрюле 11 минут. Предпоследнее варилось 13 минут. Последнее яйцо достаю через 15 минут варки. Каждое яйцо я быстро охлаждала сразу после извлечения из кастрюли. Смотрим на результат. Ожидаемо, первые 2 яйца оказались недоваренными, хотя есть и поклонники такой степени готовности, как через 5 минут варки. Желток полностью жидкий и теплый, белок слегка схватился. Третье яйцо варилось 7 минут с момента закипания. Идеальное яйцо в смятку. 9 минут прекрасно яйцо в мешочек.
11 минут мешочек, переходящий в крутую. Еще 2 яйца, которые провели в кастрюле 13 и 15 минут. Они выглядят вот так. Последнее идеальное яйцо вкрутую, не переваренное, серного запаха нет. Вывод номер 2. Хоть впереди будет еще один метод приготовления, именно метод варки в кипятке мне нравится больше всего. Во-первых, я люблю яйца в смятку и хочу всегда получать то, что люблю. Во-вторых, этот метод дает максимальный контроль и четкий результат. Ведь может играть роль много факторов. Размер яиц даже в пределах одной категории, как долго они доходили до кипения в кастрюле при первом методе, размер комфорки, из холодильника они или из комнатной температуры и так далее. А вот с этим методом я каждый раз получаю идеальный результат. Еще один метод варки я обнаружила при подготовке ролика, и позиционируется он как самый лучший. Но так ли это? Проверим. Его суть в том, что идеальной для варки считается температура воды в районе 80-82 градусов. Я напишу, почему так, в статье на своем сайте, чтобы тут не растягивать хронометраж видео. Ссылку оставлю внизу. Так вот, чтобы получить такую температуру, яйца погружаются в кастрюлю, заливаются холодной водой, доводятся практически до кипения, после чего огонь выключается и кастрюля накрывается крышкой. Для яйца в смятку нужно оставить их в таком вот виде на 6 минут, для яйца вкрутую на 20. Так я и поступила. Я измерила температуру воды в кастрюле через 6 минут и через 20. Через 6 минут она была 82 градуса, через 20 опустилась до 76. Что же получилось внутри? С горем пополам очистила яйца, свежие чистились все ужасно. Момент истины. Яйцо 6 минут практически крутое. Яйцо 20 минут прилично переготовлено. Посмотрите на зеленоватый ободок на желтке. Ради справедливости стоит сказать, что белок приготовился прекрасно, но желток... В общем, этот метод мне не понравился. Вывод 3. С этим методом можно поработать, но нужно допилить его по части времени приготовления под свои условия, если есть желание это сделать. Ну а теперь пришло время моего любимого лайфхака по варке яиц. Он подойдет тем, у кого в семье есть любители и яиц в смятку, и яиц вкрутую. Как сварить такие яйца в одной кастрюле и чтобы готовы они были одновременно? Поехали! Чтобы отличить затем такие яйца в кастрюле, можно взять яйца двух цветов, если одновременно дома такие есть. Если нет, просто ставлю крестик маркером на тупом конце того яйца, которое будет в смятку. Сперва отправляю будущее вкрутую яйцо в кастрюлю и заливаю холодной водой. Отправляю на огонь. Когда вода будет близка к закипанию, деликатно и нежно погружаю будущее в смятку яйцо в воду. Так как я не швыряю его резко с ложки на дно, оно не лопается и остается целым. Теперь ставлю таймер на 7 минут. Помните, при первом методе именно 7 минут дали нам идеальное яйцо вкрутую, а при втором идеальное яйцо в смятку. Готовые яйца резко охлаждаю. Смотрим. Идеальная степень готовности в смятку и вкрутую. Ставьте лайк под этим роликом всем яйцам, которые принимали участие в съемке этого видео. Оставляйте свои приятные комментарии и делитесь этим роликом в социальных сетях со своими друзьями, если считаете, что оно полезно. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Не забывайте подписаться, если вы на моем канале впервые, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео.